Корейские фермеры делают удобрения из крапивы, яичной скорлупы и горсти лесной земли. Без химии, без покупных препаратов. И обгоняют по урожаю соседей, которые тратят деньги на минеральные подкормки каждый сезон. Этому методу больше 60 лет. Его разработал один фермер, который решил, что природа уже создала все необходимое. Нужно только знать, где взять и как приготовить. Сегодня 3 препарата корейского природного земледелия. Все из того, что есть прямо сейчас. Все бесплатно. Все работает с первого применения. В 1960-х годах в Южной Корее фермер по имени Хан Чо начал задавать неудобный вопрос. Почему лес растет без удобрений? Почему деревья живут сотни лет без подкормок, без фунгицидов, без перекопки? Что делает лесную почву живой, и почему огородная почва без химии умирает? Ответ, который он нашел, изменил его подход к земледелию полностью. В лесной почве живут миллиарды микроорганизмов. Бактерии, грибы, простейшие. Они разрушают органику и превращают ее в питание для растений. Они защищают корни от болезней. Они строят структуру почвы. Проблема не в том, что на огороде нет питательных веществ. Проблема в том, что нет живых организмов, которые переводят эти вещества в форму, доступную растениям. Он разработал систему, которую назвал Korean Natural Farming, KNF. Корейское природное земледелие. Суть простая. Брать живые микроорганизмы и питательные вещества прямо из природы вокруг. Не покупать, не завозить из лаборатории, а ловить местные штаммы, адаптированные к вашему климату и вашей почве. Сегодня KNF используют фермеры в Корее, Японии, в Индии и других странах. Метод распространился по всему миру, кроме русскоязычного пространства, где о нем почти никто не говорит. Indigenous Microorganisms – местные микроорганизмы. Это концентрат живых бактерий и грибов, собранных прямо из природы вокруг вашего участка. Не из магазина. Из вашего леса, вашего климата, вашей почвы. Почему это важно? Покупные микробиологические препараты содержат штаммы, выращенные в лабораторных условиях. Они чужие для вашей почвы, им нужно время, чтобы адаптироваться. И часто они просто не выживают. Местные микроорганизмы уже адаптированы. Они знают ваш климат, вашу кислотность, вашу органику. Они работают сразу. Как приготовить данный состав? Берется деревянный ящик или картонная коробка. На дно насыпается слой вареного риса толщиной от 3 до 4 см. Рис – идеальная питательная среда для микроорганизмов. Нейтральная и богатая крахмалом. Ящик с рисом ставится прямо на лесную почву под деревьями, идеально под березой, дубом или сосной. Сверху накрывается дышащей тканью или бумагой, чтобы защитить от дождя, но пропускать воздух. Через от 3 до 5 дней на поверхности риса появится белый пушистый налет. Это не плесень в плохом смысле, это мицелий грибов и колонии бактерий из лесной почвы, которые заселили питательную среду. Важно! Налет должен быть белым или слегка желтоватым. Черный или зеленый налет означает, что заселились нежелательные виды. Такой рис выбрасывается, и процесс повторяется в другом месте. Белый рис с мицелием смешивается с нерафинированным коричневым сахаром в пропорции 1 к 1 по весу. Сахар консервирует микроорганизмы и служит им питанием. Смесь помещается в стеклянную банку, накрывается тканью и выдерживается при комнатной температуре еще от 5 до 7 дней. Получается концентрат живых местных микроорганизмов. Как применять? 1 столовая ложка концентрата разводится в 10 литрах воды. Поливается под корень или в почву перед посадкой, раз в 2 недели в течение сезона. Это буквально пересадка живого леса прямо в огородную почву. Fermented plant juice – сброженный сок растений. Это жидкое удобрение с природными гормонами роста, которое готовится за 7 дней из крапивы, молодых побегов или любой активно растущей зелени. Почему именно молодые растения? В момент активного роста растение накапливает максимальное количество ауксинов и цитокининов,
природных гормонов, которые стимулируют деление клеток и развитие корней. Именно в этот момент нужно срезать растение и законсервировать эти вещества. Крапива – идеальное сырье. Она содержит в 3 раза больше азота, чем большинство других сорняков, богата железом, кальцием и теми самыми гормонами роста. Как приготовить? Свежая крапива или молодые побеги любых растений крупно нарезаются. Берется стеклянная банка или ведро. На дно насыпается слой нерафинированного коричневого сахара, примерно треть от объема зелени. Сверху укладывается зелень. Затем еще слой сахара. Сахар вытягивает клеточный сок из растения через осмос, тот же принцип, что при засолке овощей. Смесь накрывается крышкой с небольшим отверстием для выхода газов или тканью. Выдерживается при комнатной температуре 7 дней. Через неделю жидкость процеживается. Получается темно-зеленый или коричневый концентрат с характерным ферментированным запахом. Как применять? 1 столовая ложка на 10 литров воды. Опрыскивание по листу или полив под корень. Раз в неделю в период активного роста. Растения реагируют быстро. Уже через от 3 до 5 дней после первого применения заметно ускорение роста и потемнение листьев. Важный момент. Данный раствор из крапивы особенно хорош для томатов, огурцов и перцев в период формирования завязей. Именно тогда растению нужны гормоны роста больше всего. Третий препарат самый простой и самый недооцененный. Он называется Water-Soluble Calcium – растворимый кальций. Делается из яичной скорлупы и обычного уксуса. Зачем кальций растениям? Кальций – это не просто питательный элемент. Он строительный материал для клеточных стенок. Растения с достаточным количеством кальция имеют плотные крепкие ткани, которые значительно устойчивее к грибковым болезням и механическим повреждениям. Вершинная гниль томатов, мягкость плодов, трещины на кочанах капусты – это чаще всего дефицит кальция или нарушение его усвоения. Проблема стандартных кальциевых удобрений – они плохо усваиваются через корень, особенно если почва кислая или переувлажненная. Кальциевая вода по методу KNF решает эту проблему. Кальций переводится в форму, которая усваивается непосредственно через лист. Как приготовить? Яичная скорлупа прокаливается на сухой сковороде до легкого потемнения. Это переводит карбонат кальция в оксид кальция, который лучше реагирует с уксусом. Остывшая скорлупа заливается яблочным или обычным столовым уксусом в пропорции 1 к 10 по объему. Начнется реакция с выделением пузырьков. Это нормально. Углекислый газ выходит при растворении карбоната. Смесь оставляется на сутки. Затем процеживается. Получается прозрачная жидкость с легким уксусным запахом. Ацетат кальция в растворимой форме. Как применять? 1 чайная ложка на 10 литров воды. Опрыскивание по листу раз в 2 недели. Особенно важно в период формирования плодов томатов и перцев. Стоимость практически 0. Яичная скорлупа и уксус есть на каждой кухне. Все 3 препарата работают на одном принципе. Они не заменяют живую почву, а помогают ей восстановиться и заработать быстрее. Заселяет почву местными микроорганизмами, которые запускают переработку органики и восстановление микоризных связей. Это именно те грибы и бактерии, о которых говорилось в видео про микоризу, только собранные прямо из вашего леса. Раствор из крапивы кормит эти микроорганизмы углеводами и стимулирует растения наращивать корневую систему, а значит больше точек контакта с микоризой. Кальциевая вода укрепляет клеточные стенки и снижает восприимчивость к болезням, а значит растение тратит меньше ресурсов на защиту и больше на рост и симбиоз с почвой. Это система, а не набор отдельных приемов. Именно поэтому корейский метод работает, а не просто дает временный эффект, как минеральная подкормка. Апрель – идеальный момент. Крапива сейчас молодая и богатая питательными веществами. Лесная почва просыпается после зимы и полна активных микроорганизмов. Лучший момент для сбора. Яичная скорлупа копилась всю зиму. Пора пустить в дело.
Простой план на этот сезон. Первая неделя — ставится рис в лес. Через 5 дней смешивается с сахаром. Вторая неделя — срезается крапива, засыпается сахаром, через 7 дней готов концентрат. Параллельно делается кальциевая вода. 1 день и готово. Дальше. Режим применения раз в 1-2 недели на протяжении сезона. Без химии, без затрат. Только то, что растет и лежит вокруг. Хан Чо не изобрел ничего нового. Он просто внимательно посмотрел на то, как работает природа, и повторил это на огороде. Лес не покупает удобрения. Лес кормит себя сам через систему, которой миллионы лет. 3 препарата — это 3 способа подключиться к этой системе и запустить жизнь в почве. Все из того, что есть рядом, и все работает. Если этот материал был полезным, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо.